Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия, творчества, вязания, пряжи». Сегодня я хочу вам показать и представить к вашему вниманию модель туника, которую мы с вами вязали по мастер-классам. Я для вас подготовила серию мастер-классов по вязанию ажурной летней кофточки под названием «Лилия» и продолжила вязать, из кофточки превратила тунику. Сейчас я не закончила на данном этапе вязания, а буду продолжать вязать платье. И перед тем, как продолжить вязание платья, я решила вам снять обзор того изделия, которое я связала. А вяжем мы вместе в дружной компании рукодельниц. И уже рукодельницы по своему желанию и предпочтению выбирают, что они вяжут: кофточку, тунику, либо платье. И как оказалось, большинство рукодельниц предпочло вязать платье. И я продолжаю снимать серию мастер-классов. Все мастер-классы сгруппированы в отдельные плейлисты. Вы можете в вкладке «Плейлисты» выбрать интересующий вас мастер-класс, плейлист с мастер-классами, и уже приступить к вязанию. В каждой части мастер-класса я показываю и подробно рассказываю всю технику вязания от начала и до конца, а также показываю, каким образом вяжется каждый ряд узора. На данном этапе у меня я сняла 11 частей мастер-класса. С 1 по 9 части мы вяжем летнюю ажурную кофточку под названием «Лилия». Плейлист с мастер-классами называется «Учу вязать ажурную кофточку «Лилия». Далее я продолжила вязать, связала тунику. Также мастер-классы все сформированы в отдельном плейлисте, собраны с 1 по 11 часть. Плейлист называется «Учу вязать тунику крючком». И далее я продолжу свое вязание, буду вязать платье. И перед тем, как приступить к вязанию платья, продолжить, я решила вам сделать обзор на тунику. Как я и обещала ранее вам, мы по одной схеме вяжем с вами 3 вещи: кофточка, туника и платье. И уже рукодельницы сами выбирают, что они хотят связать. Вязали вот по этой схеме. Схема представлена с 1 по 37 ряд. Начиная с 38 ряда начиная даже с 1 ряда, я снимала, как вяжется каждый ряд узора. И сейчас вот я остановилась на 11 части мастер-класса. Заказала пряжу, так как мне немножко не хватило для того, чтобы завершить проект. А я решила связать очень красивое летнее платье. И решила немножко докупить пряжи. И продолжить снимать мастер-класс. Также будет отдельный плейлист, который будет называться «Учу вязать платье крючком «Лилия». Все 3 модели, они будут называться «Лилия». Сейчас я вам хочу рассказать немножко о самой тунике, и потом мы продолжим с вами. Я вам покажу фотографии, я сделала очень много фотографий, и также видеообзор туники. Вязала я на 50 размер, это максимальный размер туники, размер 50 российский. И также подготовила для вас информацию по расходу пряжи и сделала замеры с туники. И фото будут представлены на манекене. Манекен у меня раздвижной до 50 размера. Если вам интересно, досмотрите видео до конца и посмотрите, что же все-таки у меня получилось. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все оповещения. И мне вот подписчицы написали, что им не приходит уведомление о том, что на моем канале я публикую видео с мастер-классами.
Я хочу вам сказать, что я видео стараюсь для вас снимать практически каждый день. Но если у меня какой-то случается форс-мажор, то, конечно, у меня видео может выйти через 1 и либо 2 дня. Но я постараюсь снимать для вас мастер-классы каждый день, так как сейчас у нас в работе находится несколько проектов. Мы вяжем кардиган, платье и жакет. Вот у меня 3 работы: кардиган, платье, жакет. Так как кофточку, тунику я уже связала, осталось мне завершить платье. Буду снимать продолжение мастер-класса по вязанию кардигана. Присоединяйтесь, будем вязать вместе. И вяжем мы с рукодельницами голубой жакет «Незабудка». Тоже все мастер-классы вы можете посмотреть. Все мастер-классы у меня находятся в плейлисте, который называется «Учу вязать». Там мы вяжем все вещи от начала и до конца. Если вы хотите научиться вязать крючком вещи, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал и будем с вами вязать. Я буду снимать для вас очень много мастер-классов. А также я прикупила пряжу для новых проектов. Скоро вам ее покажу и буду показывать вам, какие планы у меня в дальнейшем и что будем вязать на канале. Давайте приступим непосредственно к обзору туники. Всего, значит, у меня длина туники, общая длина 80 сантиметров длина. И ширина по низу у меня получилось 73 сантиметра. Это ширина. Вес туники 320 грамм. Вязала тунику я из пряжи Yarnart Flowers. 250 грамм, 1000 метров. Состав 55% хлопок и 45% полиакрил. В упаковке было у меня 2 мотка вот таких. И у меня расход получился 320 грамм. То есть на тунику длиной 80 сантиметров необходимо вам более чем одного мотка. То есть у меня 320 грамм ушло. Это получается моток и 70 грамм плюсом. Цвет пряжи 282 номер. Так как мне очень понравилось вязать из этой пряжи, вяжется быстро, легко, просто, с удовольствием, то я заказала еще одну расцветку пряжи. Вот у меня еще одна есть. И еще я заказала одну расцветку. Будем вязать кофточку на канале. Если она вам понравится, то будем вязать вместе. Но я в любом случае буду снимать мастер-класс на нее, так как очень люблю вязать из этой пряжи. И крючок у меня для вязания был 2,5, номер 2,5. Сейчас я вам его покажу. Это японский крючок Clover Amour. В данном случае я вязала тунику вот этим крючком. Номер 2,5. Так, значит, размеры я вам сказала. 50 размер. Это максимальная туника свободного прилегания к телу. Это идеальная универсальная модель, которая подойдет для девушек, женщин и также полненьких женщин, девушек и беременных. И вы можете эту тунику дополнить аксессуарами. Я вам все покажу. Я сделала фотографии, сняла видео. Вы можете все посмотреть, каким образом можно носить тунику и уже подобрать для нее аксессуары, которые будут дополнять и украшать ваш образ. Вот такой ремень будет у меня. И поближе вам покажу. Далее вы увидите это все подробно на фото. И вот такие аксессуары у меня есть. И я дополнила и украсила образ. Как это смотрится и выглядит, вы уже увидите дальше по ходу просмотра видео.
Обязательно присоединитесь к вязанию, к нашей дружной компании, потому что я уверена, что такой модели кофточки, туники и платья у вас еще нет. Подборку пряжи также я давала свои рекомендации для пряжи, которую можно выбрать для вязания этой модели. Подборка пряжи в первой части мастер-класса. Проходите, смотрите. Если вы не знаете, какую пряжу выбрать, то я даю советы и рассказываю, показываю подробно ту пряжу, которая идеально подойдет, по моему мнению, для вязания вот этой модели кофточки, туники или платья. И будем вязать с вами вместе. На канале я снимаю очень много мастер-классов. Также на просторах интернета нахожу модели. Если они нравятся моим подписчицам, то мы их вяжем вместе. Мастер-классы я стараюсь снимать каждый день, как я уже ранее говорила. И время публикации их на канале от 16 до 17 часов по московскому времени. То есть, если даже вам не пришло уведомление о том, что я опубликовала продолжение мастер-классов, либо какую-то другую интересную информацию для вас, то вы можете каждый день в 16:00 по московскому времени, там с 16 до 17, пройти на мой канал и посмотреть новые видео. Сейчас как-то YouTube очень плохо рассылают эти уведомления, оповещения. И некоторые мои подписчицы, они даже не в курсе, что у меня на канале мы каждый день что-нибудь новенькое довяжем. Я надеюсь, вам на моем канале будет очень интересно. И мы с вами к лету навяжем много красивых вещей. А сейчас я вас приглашаю к видеообзору. Давайте посмотрим, что же у меня получилось. Я вам показываю видео, покажу, как смотрится туника. Видео. И далее будет уже в конце видео много фото я сделала. Я надеюсь, вам результат моих работ, трудов понравится. И вы захотите себе связать подобную модель. Приглашаю посмотреть. Так, вот и такой еще вариант есть. Это ремень, широкий ремень, который опять же сделает акцент на талии. Я его покупала в Фаберлике. Таким образом он выглядит сзади. То есть здесь тип ремня, ширину можно уже менять по своему выбору, какие у вас есть. И каждый раз у вас будет новый образ. И как я вам ранее говорила, когда мы вязали кофточку, вы также можете менять фон. Здесь у меня одет топ трикотажный. Сейчас я вам покажу. Такие топы у меня есть разные цвета. И уже я их могу менять, и оно будет каждый раз по-новому смотреться. Можно носить данную тунику с белым топом, с красным, с черным. Здесь в данном случае у меня цвет фона черного цвета. Топ черного цвета. И тоже очень хорошо смотрится. Ничего у вас просвечивать не будет. Хотя сама туника, она очень ажурная, дырчатая. Но если вы будете одевать под нее маечки, топы, то это все очень даже прилично и не вульгарно смотрится. И в то же время вам не будет жарко летом, в очень жаркую жару, так как сам топ по себе он тоненький, трикотажный.
А туника, она довольно-таки ажурная и хорошо пропускает воздух. И тело дышит. Я вам сделала обзор туники и варианты ее, как ее можно будет носить, с какими аксессуарами. Вы можете уже подобрать по своему вкусу и усмотрению. Можете вообще просто носить как обычную тунику-разлетайку. Она универсальная модель, подойдет на любой возраст, тип фигуры. Также идеально она будет для молоденьких девушек, девочек, беременных женщин, девушек. И она идеально скрывает недостатки, полноту. И в то же время можно аксессуарами подчеркнуть все ваши достоинства. Это тонкую талию. И красивые руки. Тунику носить вот еще с таким ремешком в виде цепочки. Ремни вы можете менять цвет ремня по своему желанию. Такой вот он у меня. Красивый ремешок, выполненный из металлическая цепь. И обрамлена она тканью. Тоже, на мой взгляд, неплохо смотрится такой вариант. Если у вас получилась туника широкая, либо платье, то вы можете в районе талии затянуть при помощи пояса и ремешка. И уже у вас будет другой вариант. Довольно-таки симпатичный. Вот таким образом смотрится туника на манекене. Манекен раздвижной. Настроен он на 50 размер российский. Это один из вариантов. Я вам показываю, каким образом можно носить тунику. Туника довольно-таки длинная получилась. Все замеры и расход пряжи, а также вес туники я вам рассказала в этом видео. Тунику я декорировала аксессуарами. Это съемная брошь и также узкий ремешок, при помощи которого вы можете подчеркнуть изящность линий фигуры. И у вас будет на линии талии туника немножко подчеркнет линию талии, и вот здесь вот она будет смотреться расклешенно. Уголки они у меня таким образом закончены, чтобы они, смотрите, как красиво выглядели. Это уже, можно сказать, завершенная обвязка низа. Можно обработать низ, провязав последний ряд туники столбиками без накида. И это вот я вам показываю вид сзади. То есть вот на спинке очень хорошо полотно легло. Ничего не пузырит, не топорщится. И красиво обрамляет талию, бедра. Смотрите, как все красиво и симпатично смотрится. И сейчас я вам покажу вариант, еще один вариант, каким образом можно носить данную тунику.